Сегодня в телерепортажах о проведении специальной военной операции и зоны боевых действий на Украине очень часто показывают реактивные системы залпового огня РСЗО «Град». Обычно эти пусковые установки базируются на шасси трехосных полноприводных грузовых автомобилей «Урал». Но время от времени в кадрах мелькают «Грады» на базе грузовиков, которые в настоящее время редко увидишь на дорогах общего пользования. Это ЗИЛ-131. А ведь было время, когда без них невозможно было представить себе жизнь нашей огромной страны. 6 десятилетий тому назад основным грузовым автомобилем повышенной проходимости в СССР был ЗИЛ-157. Машина простая и очень надежная, оснащенная тяговитым 110-сильным бензиновым двигателем. Он широко использовался как в армии, так и в народном хозяйстве. И вот в 1964 году в нашей стране начался массовый выпуск новейшего гражданского грузовика ЗИЛ-130. На нем стоял уже двигатель мощностью 150 лошадиных сил. В систему управления автомобилем был внедрен гидроусилитель руля и новая коробка передач. А еще ЗИЛ-130 отличался от всех предыдущих грузовиков комфортабельной кабиной с великолепным панорамным обзором и необычным легковым дизайном передней части. ЗИЛ-130 вызывал у шоферов, пересаживающихся с машин старых типов, неподдельное чувство восторга. Естественно, все новейшие агрегаты, реализованные в конструкции ЗИЛ-130, было решено использовать в ходе программы по качественному улучшению ЗИЛ-157. Правда, военные наотрез отказались от легковых понтонных очертаний его носовой части и потребовали установить более простые крылья с прямыми полками над передними колесами. Это позволило устанавливать на них разнообразное светотехническое оборудование, а при необходимости обеспечивало даже размещение бойцов. Огромное панорамное стекло выполнили из двух половин. Так его было легче поменять при повреждении. А еще машину оснастили двумя 170-литровыми баками, что обеспечивало пробег до 850 километров. И хотя новый военный грузовик по своей конструкции был все же ближе к старому ЗИЛ-157, он получил более современное, схожее с ЗИЛ-130 обозначение – ЗИЛ-131. Машина эта оказалась исключительно удачной, с выдающейся проходимостью. Каких только модификаций ее не существовало, от специальных военных до противопожарных. Первый прототип будущего ЗИЛ-131 был построен в ноябре 1956 года и изначально имел код ЗИС-131. Завод в том году как раз менял свое имя с ЗИС на ЗИЛ. Это первая тестовая модель под названием ЗИЛ-131Л. Имела модифицированную версию тогда еще недоработанной кабины ЗИЛ-130, получившую потолочный люк, удлиненный капот с носом картошкой и довольно угловатые крылья. Грузовую платформу сделали из металла. Одинарные колеса установили по кругу, а максимальная скорость составила 80 км в час при запасе хода в 500 км на одном бензобаке. Под капотом разместили 5-литровый V6, рассматривавшийся тогда как вариант для ЗИЛ-130. Однако его мощность увеличили на 10 лошадиных сил до 135 с помощью поршней, разрабатывавшихся для линейки лимузинов ЗИЛ. Следующий прототип ЗИЛ-131 впервые вышел в свет в 1959 году. Эту модель укомплектовали новейшим двигателем V8 мощностью 150 лошадиных сил, и она была довольно близка к окончательным производственным спецификациям, включая модифицированную кабину ЗИЛ-130 с угловатыми крыльями и простой решеткой радиатора. Этот дизайн был сделан по желанию военных. Армейские эксперты посчитали, что изогнутые передние крылья и изящная радиаторная решетка потребуют слишком много времени для восстановления в случае повреждений на поле боя. Кабина в своем окончательном виде свободно вмещала 3 добротных советских солдат, утепленных для службы в Сибири. Разнообразные задержки начала выпуска ЗИЛ-130 повлияли и на график грузовика с приводом на 6 колес, который в декабре 1966 года наконец поступил в производство. В плане механики двигатель ЗИЛ-131 представлял собой немного модифицированную версию стандартного агрегата ЗИЛ-130. Мотор, ожидаемо названный ЗИЛ-131, был настроен на выдачу своей мощности при более низких оборотах, чем ЗИЛ-130. Напор топливного насоса увеличился по сравнению с моделью 130, что гарантировало его работу на жаре, когда возникал риск образования газовых пробок в топливной системе.
Двигатели ЗИЛ-131 также приспособили к работе под острыми продольными и поперечными углами. Он, в частности, имел видоизмененный поддон Картера и сетку масляного насоса, которые обеспечивали постоянную смазку двигателя, так как масло стекало то в одну, то в другую сторону картерного поддона. Способность ЗИЛ-131 справляться с прохождением рек, глубина проходимого брода составляла 1,5 метра, сыграла важную роль при конструировании. Картер мог закрываться, чтобы создать достаточное давление для предотвращения попадания воды в двигатель. Водяной насос и привод вентилятора можно было разделить, предотвращая повреждение вентилятора от попадания воды. Выпускной трубопровод также был защищен от воды. Холодные брызги на горячий трубопровод могли привести к появлению трещин. Также крышки горловин топливных баков были подняты выше, чтобы вода не проникала в бензин. Стартер, распределитель и катушка зажигания были загерметизированы от влаги. Двигатель ЗИЛ-131 работал в паре с 5-ступенчатой коробкой передач, синхронизатором на 4 высших передачах. Надежность увеличивалась за счет использования всего 2 карданных валов, передававших мощность от раздаточной коробки к ведущим мостам, а у ЗИЛ-157 их было 3. Задний привод направлялся через средний мост к заднему во избежание распределения привода на каждый мост. Максимальная скорость грузовика составляла 80 км в час. Полноприводный грузовик мог перевозить 5 тонн на дороге и 3,5 тонны на бездорожье, а также транспортировать прицеп весом 6 или 4 тонны соответственно. Суммарная масса загруженного грузовика насчитывалась чуть менее 12 тонн. По сравнению с ЗИЛ-157, который оставался в производстве благодаря спросу со стороны армии, ЗИЛ-131 был комфортнее из-за большей длины пружин, имел меньший на метр диаметр поворота и потреблял меньше топлива – 40 литров на 100 км при стабильной скорости в 40 км в час. Стандартный кузов представлял собой деревянную платформу с задним откидным бортом и складными скамейками по бортам на 16 человек, как правило, солдат, учитывая целевого потребителя. Поздние версии шасси с кабиной ЗИЛ-131D и ЗИЛ-131Х предназначались для использования в жарких тропических регионах. На ЗИЛ-131D установили последнюю версию реактивной установки «Катюша», впервые использованной на ЗИС-6. И ЗИЛ-131 также пользовался огромной популярностью в советских военно-воздушных силах, являясь идеальной базой для разнообразных машин, в том числе мобильного подогревателя для авиадвигателей и снегоуборщика на взлетно-посадочных полосах. В 1968 году компанию базовому ЗИЛ-131 составил тягач ЗИЛ-131В. Не отличаясь в плане механики от бортового грузовика, тягач был немного короче. Его обрезали позади третьего моста для облегчения сцепления с прицепами. В комплектацию входили 2 запасных колеса и 2 топливных бака. Новую производственную линию ЗИЛ-131 запустили в январе 1969 года. В этом году стараниями коллектива численностью более 76 тысяч человек завод построил более 150 тысяч машин. Предприятие славилось тем, что находилось в авангарде советской промышленной революции. ЗИЛ никогда не испытывал недостатков в людях со всего Советского Союза, желавших там работать. И не только из-за бесценной прописки, позволявшей находиться в Москве. Зарплаты и социальные выплаты были отличными. Кроме того, работа на ЗИЛе имела и дополнительные бонусы. Завод также производил элитные легковые автомобили, предназначавшиеся для самых высокопоставленных товарищей. В 1971 году ЗИЛ и все его многочисленные ответвления, строившиеся для снабжения материнского завода компонентами, объединились в единое предприятие. 17 заводов по всему Советскому Союзу вместе составили Мосавтозил, который вошел в 5 крупнейших инженерных предприятий Советского Союза. Производственные площадки, разбросанные по всей стране, создавались не только из-за коммерческих соображений, но и с учетом социальных требований. Один из принципов советского государства заключался в максимально широком распространении промышленного развития. Таким образом, снижалось неравенство в возможностях для трудоустройства и получения навыков между различными регионами. Предполагалось, что каждая местность должна была предлагать достаточное разнообразие рабочих мест для того, чтобы максимальное количество людей могли найти работу, соответствующую их знаниям и умениям.
Такой подход мог казаться бессмысленным для их бухгалтера, ориентированного на экономическую, а не на социальную эффективность. Однако он представлял собой социально ответственный способ распределения благ, инвестирования и промышленного прогресса по всей стране. Этот подход также помогал объединять людей, представлявших удивительное разнообразие национальностей и культур, составлявших Советский Союз. Благодаря тому, что ЗИЛ имел представительство в самых разных регионах, люди, работающие там, делили не только советское гражданство. Новые предприятия в новых местах могли также пользоваться поддержкой со стороны тех, кто в капиталистическом контексте был бы их конкурентом. ЗИЛ, например, в 70-е годы сыграл важную роль в развитии завода грузовиков КАМАЗ, престижного проекта национальной важности. Московские инженеры сконструировали литейные цеха и сборочные линии для нового завода, а также помогли разрабатывать его первые грузовики. Перераспределение части ресурсов на проект КАМАЗ означало, что основным семейством грузовиков ЗИЛ останется ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. Впрочем, советские инженеры смогли усовершенствовать советского грузового старожила. Таким образом, Московский автозавод создал потрясающий грузовик ЗИЛ-131, который находится в строю и по сей день. В гражданском хозяйстве, работая в качестве передвижной буровой установки, которую мы можем видеть на дорогах возле больших городов, так и в военном хозяйстве, работая даже до сих пор на нужды российской армии и других армий, которые используют советское наследие. Недостатки ЗИЛ-131 стали проявляться лишь со временем, когда резко подскочили цены на бензин. Раньше, в 60-е и 70-е годы, когда бензина было в достатке, а его цена не превышала 6 копеек за литр, о экономичности таких машин, как ЗИЛ-157 и ЗИЛ-130, особо не задумывались. К тому же, подобных автомобилей не было ни у гражданских лиц, ни у частных компаний. А военным и различным предприятиям за бензин платило государство. Шоферы получали талоны на бензин. Но к концу 20 века все круто изменилось, так что расход в 35 литров на 100 километров пути при движении даже по хорошей дороге считался уже слишком большим. В 1986 году появился модернизированный ЗИЛ-131Н с усовершенствованным бензиновым двигателем, а также с дизелем. Но время подобных машин уже подходило к концу. Конкуренцию ЗИЛам составляли новые грузовики КАМАЗ. В 1994 году производство ЗИЛ-131 в Москве на заводе имени Лихачева было свернуто. До 2002 года оно велось на Уральском автомоторном заводе. Всего же было построено около 1 миллиона таких машин. Как бы то ни было, ЗИЛ-131 оказался исключительно удачным автомобилем, и кое-где еще продолжает работать и даже воевать. Но специальное видео о крушении Московского автозавода вы можете увидеть на моем канале. Там я подробно говорю о печальных событиях конца истории завода ЗИЛ. Если вам нравится мой контент, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Может быть, вы были водителем ЗИЛ-130 или ЗИЛ-131. Напишите ваши впечатления об этой машине. Какие чувства она у вас вызывает? Может быть, чувство ностальгии или чувство советской надежности? А может, это был ваш боевой товарищ? Будет интересно об этом почитать в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.